Приветствуем всех! Сегодня у нас в разборе системный анализ. Звучит, конечно, да, немного так академично, что ли, но не спешите. На самом деле это, очень мощная штука, чтобы понять, как устроен наш сложный мир. Мы тут, значит, подготовились, посмотрели разные материалы, статьи из Википедии, причем на кучу языков. Французский, португальский, немецкий, английский, и русский, само собой. И еще специальную русскую Вику по системному анализу глянули. И что интересно, знаете? Что? А то, что у каждого источника какой-то свой фокус, свой акцент. Не то, чтобы они противоречили друг другу, но картинка получается такая, мозаичная. Так что вот наша задача на сегодня — эту мозаику как-то собрать. Понять, что это вообще такое системный анализ, откуда он вырос, как он работает, на практике, где мы с ним живем бок о бок, может, сами того не замечая. В общем, попробуем продраться сквозь термины, разные точки зрения и получить, какую-то ясную картину. С чего начнем? А начать, я думаю, стоит с того, что у самого термина «системный анализ», вот как ни странно, нет одного единственного, такого, знаете, железобетонного определения, чтобы все согласились. Это скорее такой, зонтик, что ли. Набор подходов, такой научный метод, очень междисциплинарный по своей природе, который помогает решать сложные, очень сложные проблемы. Часто такие, которые даже описать формально, цифрами, формулами тяжело. То есть это не как, не знаю, дважды два — 4, одна формула на всех. Вот именно, скорее как набор инструментов. А суть, если попробовать обобщить то, что мы увидели во всех этих источниках, она в том, чтобы смотреть на объект, неважно, что это, фирма какая-то, или компьютерные сети, или экосистема, да хоть организм человека. Смотреть на это не как на мешок с запчастями, а как на целое, как на систему. Угу. И самое главное тут это связи между этими запчастями и общая цель или функция, ради которой вся эта система вообще существует. Понятно. А вот эти разные источники, они как-то по-разному эту идею раскрывают. Были какие-то особенно, интересные углы зрения? Да, и эти акценты, они как раз и помогают картинку сделать объемной. Например, англоязычные статьи, они часто смотрят на системный анализ очень так прагматично. В смысле? Как на процесс. Изучаем бизнес, определяем цели, создаем системы, чтобы этих целей достичь. Или как техника решения проблем. Разбили систему на кусочки, посмотрели, как они работают, как друг с другом связаны. В общем, такое формальное исследование, чтобы решения принимать получше. Очень прикладно звучит, да? Очень. А французы, например, они делают акцент на другом. Для них гораздо важнее изучать этот обмен информацией, энергией, чем угодно между частями системы. Сами связи, понимаешь? А не каждую деталь отдельно. Они это даже противопоставляют такому картезианскому редукционизму. Ого, звучит внушительно. А попроще, если... Что это значит? Помните Декарта? Его подход «разделяй и властвуй». Разбить сложное на простые элементы, изучить их по отдельности. А системный анализ тут говорит: нет, погодите. Когда вы часы на винтики разбираете, вы же теряете главное, как они время показывают. А это происходит только когда все винтики вместе работают. Ага. Вместо этого и предлагается то, что французы называют глобализм. Смотреть на систему как на единое целое. И еще у них важный момент телеология, то есть целеполагание. Надо обязательно понять, зачем система нужна. Какая у нее цель, иначе анализ, просто бессмысленный получается. Так, значит, фокус на связях и цели. Интересно, что еще заметили? Немцы. Немецкий источник, он много внимания уделяет моделированию. Идея такая: построить модель системы. То есть упрощенную такую карту реальности. Угу. Чтобы понять, как система работала раньше. И главное, попытаться предсказать, как она себя поведет в будущем, если условия изменятся. Часто начинают с модели черного ящика. Знаете, когда мы видим, что на входе, что на выходе, но не знаем, что там внутри. А потом уже детали уточняют. Модели. Это как чертежи для сложных механизмов, получается. В каком-то смысле да, чтобы увидеть и понять. И тут английский источник хорошо напоминает про греческие корни слов. Анализ — это же разбирать на части, а синтез — собирать вместе.
Системный анализ, он делает и то, и другое. Разбирает, чтобы понять детали и связи, а потом собирает все это в общую картину. А вот наши, российские источники и та специализированная Вики, они часто подчеркивают, что это, прикладное направление общей теории систем. Методология именно для сложных, таких плохо структурированных проблем, которая помогает собрать вместе специалистов из разных областей. Изначально, как там пишут, это вообще был метод для поддержки стратегических решений, таких на самом верху. Ну и, конечно, нельзя про IT забыть. Португальский источник прямо очень сильно на этом фокусируется. Там системный анализ — это во многом про информационные технологии. Изучение бизнес-процессов, чтобы их автоматизировать, оптимизация обработки данных, ну и разработка софта, конечно. И системный аналитик в IT — это такой, знаете, переводчик. Переводчик. С какого на какой? С языка потребностей пользователя на язык тех задания для программистов. Вот как-то так. Получается такой спектр от общей философии, как думать про сложное, про связи и цели, до вполне конкретной работы в IT-команде. Любопытно. А как вообще такая, многоликая идея появилась? Откуда ноги-то растут у этого системного анализа? О, история тут, знаете, не менее интересная и запутанная, чем сам предмет. Корни, они как бы сразу в нескольких местах. Примерно середина 20 века. Во-первых, это общая теория систем. Ее основатель Людвиг фон Берталанфи, он был биологом из Австрии. Биологом, то есть все началось с лягушек и цветочков. Почти. Он изучал живые организмы и вдруг понял, что есть какие-то общие принципы организации, которые работают везде. И в живой клетке, и в обществе, и в технике. Вот про это как раз французские и русские источники говорят. Как интересно! Получается, концепция, которая сегодня помогает, программы писать, родилась из попыток понять, как живые существа устроены. Именно. По-моему, это один из самых удивительных моментов. Это говорит о том, что сложность, она, универсальна. Будь то сложность клетки или сложность кода. Идеи Берталанфи и еще одного пионера Росса Эшби, они вот этот теоретический фундамент заложили. А что еще повлияло, кроме биологии? Вторая мощная волна — это кибернетика. Тут, конечно, Норберт Винер, американский математик, его работы про управление и связь и в машинах, и в живых организмах, они в 40-х годах вышли и просто взорвали мозг многим. Кибернетика же, она как раз про информацию, про обратную связь, про управление, все то, что для систем супер важно. И французы, и русские источники на эту связь указывают. А вот сам термин «системный анализ», в том виде, как мы его сейчас часто используем, он, как пишут российские источники, очень тесно связан с работой американской корпорации RAND. RAND? Погодите, это же те, которые для правительства США работали? Всякие там стратегические исследования, особенно во время войны. Пою на решении реальных сложнейших задач, военных, логистических, промышленных. Это был инструмент, чтобы принимать решения, когда вообще ничего не понятно и ставки очень высоки. Значит, теория из биологии и математики встретилась с суровой реальностью военных и промышленных задач. Да, а вот чтобы прям широко известно стало, особенно в бизнесе, это уже позже. Была такая книга Стэнфорда Опнера «Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем» в 65-м вышла. Ее на русский перевели в 69-м. И вот российские источники отмечают, что это очень сильно подстегнуло интерес к подходу у нас, в СССР. Потом со временем, как французы пишут, фокус стал смещаться, стали изучать все более сложные динамические системы, те, которые постоянно меняются, и, конечно, компьютеры. Нельзя забывать про компьютеры. Как вот академик Моисеев говорил, и его цитирует русская Википедия, появление мощных машин дало просто колоссальный толчок. Стало возможно строить и обсчитывать гораздо более сложные модели. И важно понимать, что системный анализ, он же не сам по себе, он тесно связан с другими областями, с исследованием операций, это про оптимизацию, знаете, с теорией принятия решений, с теорией управления, такой, знаете, сплав идей и методов. Да, впечатляющий такой коктейль. Биология, математика, кибернетика, военные стратегии, бизнес, инженерия, и все это еще и на компьютерах замешано. Ладно, с теорией, с историей вроде понятно. А вот как это
практически работает. Вот я хочу применить системный анализ. С чего мне начать? Какие там основные правила игры? Есть несколько таких, знаете, ключевых идей, инструментов, которые вот везде прослеживаются. Первое и, наверное, самое главное – это целостный взгляд, холизм. То, что французы называют «approche globale». Глобальный подход. Ну да, то есть стараться видеть систему целиком, фокусироваться на связях, на взаимодействиях между частями, а не копаться в каждой детальке отдельно. Помните пример с часами? Да-да, видеть лес, а не только деревья. Точно. Второе, что с этим тесно связано – ориентация на цель. Мы уже говорили, французы на это указывают. Понять, зачем система нужна, какая у нее миссия – это как компас для всего анализа. Без этого легко заблудиться. Но вот это «видеть систему целиком» звучит-то хорошо, но не утонем ли мы в этой сложности? Где границу провести? Отличный вопрос. И это как раз третий важный шаг – определить границы системы. Нужно прямо четко очертить. Вот это наша система, а вот это уже внешняя среда. Немецкий источник это особо подчеркивает. Где кончается наша фирма и начинается рынок? Где границы экосистемы, которую мы изучаем? Это не всегда просто решить, но это нужно, чтобы анализ вообще был возможен, чтобы он был управляемым. Так, окей. Границы очертили, цель помним, на связи смотрим. Что дальше? Как анализировать-то? А дальше четвертый элемент – моделирование. Мы уже упоминали. Строим упрощенное представление системы-модель. Модель помогает нам, нащупать структуру системы, понять, как она себя ведет, проверить гипотезы типа «что если?». Модели бывают очень разные. Например? Могут быть качественные, скажем, просто схемы связей нарисовали, или концепт-карту, кто на кого влияет, или там блок-схему процесса. А могут быть количественные. Это уже уравнения, статистика, компьютерные симуляции. В IT, например, свои диаграммы используют, там потоки данных описать или структуру базы. Немцы там упоминают всякие ERD, DFST. Но суть не в буквах, а в том, что модель — это инструмент, чтобы думать и говорить о системе. То есть модель — это способ сделать сложное видимым и понятным. Да, точно. Пятый принцип – это диалектика анализа и синтеза. Помните греческие корни. Разложить сложную проблему на кусочки поменьше – это анализ, чтобы в них разобраться. А потом собрать эти кусочки обратно в целое, но уже с новым пониманием – это синтез. Как в той вики цитирует Черняка, сила системного метода в том, что он позволяет разложить, а с другой удерживать вместе. Шестой момент, который наши источники особенно выделяют – междисциплинарность. Сложные проблемы, они же редко в одну науку или профессию укладываются. Системный анализ, он просто требует, чтобы люди из разных областей вместе работали, делились знаниями. Это как собрать команду мыслителей, где у каждого своя суперсила для решения большой задачи. Отличная аналогия. И седьмой пункт. Это структурированный подход. Системный анализ – это не просто хаотичные размышления. Чаще всего это упорядоченный процесс. Он идет по шагам, по фазам. О, так вот где секретный рецепт. Скорее не секретный рецепт, а общая логика. В разных источниках мы видели примеры таких шагов. Немцы предлагают сначала проблема, потом цели, границы, элементы, связи и так далее. В IT, особенно в старых моделях типа водопада, про который английская Википедия пишет, там свои фазы. ТО, сбор требований, проектирование. Российская Википедия вообще там 10 шагов приводит. От формулировки проблемы до оценки эффективности. Погодите, если списки шагов разные, то в чем тогда суть? Суть не в конкретных пунктах списка, а в самой идее двигаться по шагам от проблемы к решению. Логика-то общая. Сначала четко понять, в чем проблема и чего хотим, цели, критерии, потом разобраться, как система устроена, модели, анализ, найти варианты решения, оценить их, выбрать лучший, спланировать и сделать, а потом посмотреть, что вышло.
а конкретные шаги, они уже под задачу и область подстраиваются. И вот еще что важно. Системный анализ особенно хорош там, где много сложностей и неопределенности, для так называемых слабо структурированных проблем, где много качественных факторов, не все данные есть, эксперты могут спорить. Он позволяет как-то совмещать строгие цифры с качественными оценками, с мнениями экспертов. Так, дайте-ка попробую уложить это в голове. Значит, системный анализ — это не какая-то жесткая инструкция, а скорее такой набор инструментов и принципов. Думать целостно, но границы ставить четко. Всегда помнить про цель. Строить модели, чтобы сложное стало понятным. Разбирать на части, но потом собирать обратно. Привлекать разные знания. И часто идти по какой-то логике, по шагам. Особенно если задача прикладная, там, IT или управление. И все это, чтобы как-то совладать со сложностью и непонятностью нашего мира. Верно? Абсолютно. Вы самую суть ухватили. Звучит и правда универсально. Но это все теория. А где мы вот прямо видим результаты системного анализа? Куда ни глянь, он там. Ну, может, не прям уж куда ни глянь, но применяется действительно поразительно широко. Самое очевидное, мы уже говорили, IT-технологии. Любая сложная программа, от того, как понять, что нужно пользователю, и спроектировать архитектуру до тестирования и поддержки — это вот оно, поле для системного анализа. Базы данных, сети, компьютерная автоматизация производства — везде нужен системный подход. Португальские, немецкие и английские источники как раз роль аналитика в IT подробно описывают. Ладно, с IT ясно. А за пределами компьютеров? О, да, конечно, бизнес, управление — это просто огромная область. Анализ оргструктур, почему фирма работает так, а не иначе. Улучшение бизнес-процессов, как сделать эффективнее, стратегическое планирование, куда идти компании дальше. Поддержка решений особенно сложных, риски проанализировать, проектами управлять. Про это почти все пишут: французы, португальцы, русские, англичане. Вспомните книгу Оптинера, она же как раз про бизнес и промышленность была. То есть любой нормальный руководитель, он, по сути, использует элементы системного анализа, даже если слов таких не знает. Ну, в идеальном мире, да. Дальше. Наука. Вот французский источник упоминает экологию, моделирование сложных экосистем, чтобы понять, как они на климат реагируют, на загрязнение, биология, нейронауки. Это же сложнейшие системы, мозг, там гены, социальные науки тоже очень активно, социология, психология, экономика. Ну, например, анализ макроэкономики, о чем пишут авторы, которых цитируют во французской и немецкой вики, демография, даже археология. Археология? Серьезно? А то пытаются же понять, как древние общества работали, как там все было связано, экономика, религия, технологии. Конечно, инженерия. Есть же целое направление системная инженерия, systems engineering. Это про проектирование и управление сложными штуками, самолетами, космосом, энергосистемами. Английский источник про это говорит. И еще одна важнейшая сфера — госуправление и политика. Английская Википедия напоминает, что пионером тут был Роберт Макнамара еще в 60-е в Минобороны США. Сегодня это в городском планировании используется. Ага. То есть, когда мэрия думает, как там транспортные потоки разрулить или где новый район строить, это оно. Точно. Классическая задача для системного анализа — разработка стратегии устойчивого развития, анализ рисков от финансов до ЧС. Французы приводят пример с анализом рисков у пожарных. Ну и список можно продолжать. Архитектура, дизайн сложных интерфейсов, география, ну и военная стратегия, конечно, откуда многое и пошло в рант. Ничего себе размах! От строчки кода и работы колл-центра до изменения климата и обороны страны. Похоже, это и правда какой-то фундаментальный способ справляться со сложностью, где бы она ни встретилась. Так и что это все значит для нас, если вот подытожить? Какие главные выводы из нашего разбора? Я бы, наверное, выделила несколько ключевых штук. Во-первых, это сила взгляда, перспективы. Системный анализ, он как будто дает нам специальные очки. И мы начинаем видеть связи, зависимости, какие-то общие узоры, там, где раньше видели только отдельные факты. Это главный инструмент, чтобы не утонуть в сложности мира. Точно. Это как увидеть не просто лампочки, а всю схему, всю проводку, которая их соединяет. Отличное сравнение. Во-вторых, просто критическая важность целей и границ. Четко понимать, зачем система и где она кончается — это фундамент. Иначе можно долго и упорно анализировать не то или не так. Да, или улучшать то, что никому не нужно.
В-третьих, помнить, что это метод, а не волшебная палочка. Системный анализ — это структурированный, но гибкий способ думать и решать. Да, есть инструменты, модели, шаги анализа, но их надо применять с умом, критически, а не просто по инструкции. В-четвертых, его роль как моста между разными областями знаний. В этом его огромная сила, он помогает собрать вместе знания, языки, методы из разных сфер для решения таких проблем, которые одной науке или профессии не по зубам. То есть он помогает людям из разных цехов как бы договориться, найти общий язык. Ну, в каком-то смысле, да, дает общую рамку для разговора о сложном. В-пятых, его такая очень практическая направленность. Да, есть теория, но системный анализ — это прежде всего инструмент для действия. Решать реальные проблемы, принимать решения получше в запутанных ситуациях, проектировать системы эффективнее, будь то IT, бизнес, наука или управление. Ну и, наконец, его актуальность. Она, по-моему, просто неоспорима. Мы же живем во все более сложном мире, все совсем связано, все быстро меняется. И в таких условиях уметь мыслить системно, видеть картину в целом, понимать последствия своих действий — это уже не просто навык для профи, а, наверное, нужная штука для любого человека, кто хочет вообще понимать, что происходит, и принимать осознанные решения. Согласен полностью. Это как от разглядывания отдельных пикселей перейти к видению всей картинки на экране. Способ подняться над суетой, что ли, и посмотреть на проблемы более стратегически. Что ж, на этом, пожалуй, и завершим наше сегодняшнее погружение в мир системного анализа. Мы увидели, что за этим, может, чуть суховатым названием скрывается очень гибкий и мощный подход к пониманию сложности. Подход, который родился на стыке разных наук и применяется, буквально везде. От IT до экологии. Да, и вот что интересно. Хотя определения могут гулять туда-сюда, главная идея-то одна. Чтобы понять целое, смотри не только на части, но, главное, на их связи. И всегда держи в голове цель системы. И вот что меня особенно интригует, как такой взгляд заставляет нас уйти от простого причина-следствия. Увидеть более хитрые, нелинейные связи, петли обратной связи, которые часто и рулят поведением сложных систем. Абсолютно. Это прям меняет правила игры. И вот, кстати, мысленно подумать на прощание, мы все время говорили про анализ каких-то внешних систем, компаний, программ, экосистем. А что если взять и применить принципы системного анализа к себе, к нашим собственным системам? Например, к тому, как мы думаем, или как мы учимся. Какие там скрытые связи, узкие места или, наоборот, неожиданные рычаги для улучшений мы могли бы обнаружить? Есть над чем поразмыслить. Спасибо, что были с нами в этом разборе. До новых встреч!